Madame Bosnea, bienvenue à notre plateau de Mediabox. Vous avez travaillé comme médiatrice pour l'intégration des Roms dans votre ville Rishkani. Et aujourd'hui, vous êtes une des deux seules femmes roms conseillères municipales en Moldavie. Donc, pouvez-vous nous rencontrer comment vous êtes arrivée à là? Добрый день, я благодарна вам, что вы меня здесь пригласили, и извиняюсь, что буду разговаривать на русском. У нас в Молдавии впервые вот мы вышли две женщины, как советники, городские советники. Я в городе, а вторая в село. Было очень-очень трудно. Но вот благодаря Young Women с Молдавии, они нам очень помогли, они в нас внушали очень много как сил, работы, очень морально поддержали лично меня. И вот я очень рада, что вышла советником, что я работаю советником, и что я могу помочь ромским людям у нас в городе, и не только в городе, а во всей стране. Et qu'est-ce que vous pensez sur le rôle de la médiation afin d'aider les Roms à prendre part au processus de prise de décision, et surtout en particulier dans le cas des jeunes femmes roms? Я работала 2,5 года как медиатор. Я могу сказать, что это была очень хорошая идея, что вот у нас в Молдавии есть медиаторы. Изменилось очень много, вот люди начали по-другому общаться с ромами. Они увидели, что вот, допустим, цыганская женщина, вот, допустим, ромская женщина, она вот может работать в примарии как медиатор. Она может улаживать какие-то вопросы, какие-то проблемы. Я начала уже подготавливать ромов, я начала им объяснять, как нужно вот разговаривать в обществе, как нужно обращаться, допустим, к примарю или к другому работнику там, из примарии, из больницы, из школы. Очень рада, что ромы наши, они понимают, они хотят и стремятся к хорошей общению, к хорошей жизни. И вот так постепенно мы видим, вот, что изменения есть, и думаю, что это очень-очень хорошо, и менталитет всех работников и всех неромов, он изменяется к лучшему, это видно. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui en Europe, c'est que le niveau de participation politique des Roms en Europe est malheureusement très faible. Donc comment peut-on motiver et spécifiquement, essentiellement les femmes et les jeunes roms à se lancer dans la politique? Ну, во-первых, как мы все знаем, ромы не учатся. В большинстве, и в Румынии, и в Молдавии, в Болгарии, Унгарии, они не учатся. Во-первых, я думаю, что они сперва должны в школу ходить, учиться, там писать, там разговаривать, читать. Потом уже, тем более девчонки, когда они знают, что в 14-15 лет их замужем будут выдавать, но они не хотят, они должны сами стремляться, потому что если ты сама не захочешь там выйти примарем или советником, ты не будешь добиваться ничего, потому что у нас все старшие ромы, они не поддержают. Вот, допустим, меня они не поддержали, но я, если стремилась, если я хотела, то вот я дошла. Поэтому я и говорю, сперва нужно выучиться, потом нужно выучить обязательно хотя бы английский, там, французский язык, чтобы не было тяжело, куда пойдешь, там, чтобы общаться, чтобы там какие-то вопросы поставить. И потом вот они... Там поддержки очень много есть, у нас вот в Молдавии, там очень много организаций есть, которые поддерживают. Думаю, что в Европе тоже есть очень многие организации, кто поддерживает молодых ромов, но они должны стучаться. И когда учишься и знаешь, там компьютер, можешь найти разные вот эти организации, которые могут тебе помочь, и можешь вот дойти до такого уровня. Merci beaucoup, Madame Bosnea. Merci à vous.